В некоторых из прошлых видео я заставлял вас пускать слюнки на всячески заманчивый хавчик, недоступный в РФ. Виноват, каюсь. И сейчас заранее каюсь, так как собираюсь пойти еще дальше и заставить вас пускать слюни на хавчик, которого в нашем мире вообще не существует. Для этого ролика я отобрал самые необычные, интересные и аппетитные, на мой взгляд, несуществующие деликатесы из фильмов и мультов. Так что перед просмотром наложите себе тарелку гречки и налейте кисельчику, чтобы не потерять связь с реальностью и не сойти с ума. Я долго не мог выбрать, с чего начать, но пускай это будет крабсбургер из мультфильма «Спанч Боб». Пожалуй, самый очевидный вариант. Какое совершенство! И твои салатные волосы, и твои щечки из кетчупа, и даже твоя горчичная улыбка. Ух, этот парень переспал бы с крабсбургером. Любые попытки приготовить крабсбургер в реальном мире обречены на провал. И дело не только в секретном ингредиенте, за которым с таким упорством охотится планктон, и состав которого не знают сами создатели мультфильма. Воспроизвести крабсбургер невозможно хотя бы потому, что непонятно даже из чего для него делать котлету. Из говядины, из сои или может из краба? Krabby Patties are made out of crab! Кроме того, из нескольких настоящих крабсбургеров можно быстро сделать пиццу, причем с ингредиентами, которых изначально даже не было: колбасками пепперони, грибами и коробкой. Как только это получится провернуть в реальной жизни, человечество сразу же взойдет на новую ступень эволюции. Я никогда не ел крабсбургеры. Неудивительно, что ты такой противный. На, попробуй! Молоко — это всегда вкусно и полезно. Ну, если вы, конечно, не страдаете непереносимостью лактозы. Но сколько бы молока вы не перепробовали, будь то коровье, козье, мамкино, пальмовое, голубого молока из «Звездных войн» отведать не суждено никому. Крупный скот, банта, животное, напоминающее что-то среднее между мамонтом и буйволом, выращивают по всей галактике для получения мяса, теплого меха и, разумеется, молока. И один только необычный цвет уже делает его офигеть каким аппетитным и желанным. А представьте, какие из него можно мутить еще и йогурты, сыр, мороженое. Просто космос. Людям стоит более активно осваивать космическое пространство хотя бы ради голубого молока. Илон Маск, давай, поднажми там. Думай о бантовом молоке. Конфеты под милым названием «Улыбашки» из мультфильма Gravity Falls в Америке имеют реальный прототип. Это такой сладкий порошок, в который нужно макать палочкой и облизывать. Вкусное лакомство для детей. Но улыбашки — это весьма непростой порошок. Стоит с ним немного перебрать, и вас ждут весьма интересные побочные эффекты. Будущее осталось в прошлом! Вперед, Оушима! Эй, Белл, сколько улыбашек ты съела? 10. В мире Gravity Falls данные конфеты были запрещены, скорее всего, именно из-за побочек. Поэтому чё уж мечтать про них тут, в серой реальности, когда даже там, в мультике, их раздобыть почти невозможно. Это же улыбашки! Их же вроде запретили в Америке! И, наверное, неспроста. Зефир Маршмеллоу Stay Puft из «Охотников за привидениями» вряд ли чем-то отличался бы от обычного маршмеллоу, что можно найти в супермаркетах, если бы его персонаж-маскот не был оживлен демоническими силами в виде пухлющего монстра размеров Годзиллы. Это же зефирный человек. Громадное агрессивное существо из зефира, разгуливающее по городу, жутковатая картина. Да и страх вообще, как правило, снижает аппетит. Не смей топтать нашу церковь. Однако тот триумфальный момент, когда охотники разносят разбушевавшегося кайдзю на миллионы кусочков слегка поджаренного маршмеллоу, аппетит, наоборот, весьма разогревает. Что может быть приятнее, чем соскрести с асфальтика и вкусить сладкой плоти только что уничтоженного сахарного чудища? Это настоящий вкус победы. В видеоиграх тоже встречаются выдуманные продукты, и самым известным среди них явно можно назвать газированный напиток Нюка-Кола из серии Fallout. Фактически, это обычная кола, ее даже выпускали ограниченными тиражами для фанатов игры, но, как вы понимаете, это все равно не то. Вся Нюка-Кола в Фоллаче представлена в виде огромных запасов, сохранившихся после ядерной войны в мире постапокалипсиса. В далеком будущем ее уже не производят. Все существующие бутылки от простой газировки отличает многолетняя выдержка и немного радиации. Именно благодаря радиации некоторые сорта Нюка-Колы круто светятся в темноте. Единственный способ отхлебнуть настоящей Нюка-Колы — это пережить ядерную войну, чего в реальности, я надеюсь, никогда не случится. Пожалуйста, пусть этот напиток всегда остается только в мечтах, то есть в кошмарах.
Прямо в слогане напитка Slurm из Футурамы честно и четко сказано. Вызывает сильное привыкание. Сладкая зеленая жижа широко распространена по всей галактике будущего. И главный герой мультсериала Фрай испытывает к ней крайне нездоровое влечение. Slurm производится на планете Червелон, где его добывают из анусных выделений червелонской королевы. Лорди! Fry? Fry? Звучит как лютая мерзость, но неповторимый вкус напитка для потребителя куда важнее таких деталей, так ведь? Даже сама королева не прочь хряпнуть слёрмику, настолько он хорош. Гигантские фрукты и овощи из книг и мультфильмов о Незнайке в принципе существуют и у нас. Просто Незнайка и его друзья — это коротышки, и для них привычные нам, скажем, арбузы воспринимаются величиной с дом. Чтобы заценить гигантские яблоки и груши, нам нужно каким-то образом уменьшиться до размера мизинчика, а современная наука предложить такое пока, увы, не в состоянии. Селекционеры, конечно, пытаются выводить крупные съедобные растения, но до Незнайкиных масштабов им пока далеко. Еще одни удивительные фрукты — это дьявольские плоды из манги и аниме One Piece. Они невероятно редко встречаются, оцениваются в баснословные суммы, и если один из таких скушать, то у тебя появится какая-нибудь суперсила. Например, способность растягивать тело как резину, превращаться в животных или даже контролировать целые стихии. Дьявольских плодов существует более сотни видов, и все они дают разные мистические силы. Interesting, all right. Как бы все круто ни звучало, но у таких чудо-фруктиков есть и минусы. Прежде всего, они абсолютно невкусные, а если съешь больше одного, то умрешь, а значит, сразу о нескольких сверхспособностях можно даже и не мечтать. Впрочем, мы тут хотя бы об одной мечтаем. Второй минус. С появлением силы появится и слабость, причем во всех случаях одинаковая. Уязвимость к воде. Какие бы фокусы ты ни вытворял, пойдешь ко дну как кирпич. Вроде не самая страшная плата за волшебный дар. Можно ж спасательный жилет надеть как минимум. В мире One Piece их просто, видимо, еще не изобрели. Готовый сухой завтрак, который справится с вашим утренним пробуждением как нельзя лучше, это глазочки, родом из одной из параллельных вселенных Рика и Морти. Стоит лишь положить в рот небольшой кусочек этих восхитительных глазных яблочек, как в комнату ворвется озлобленный человек-глазочек и как следует даст вам по щам. Сон после такого как рукой снимет, хотя можно и ногой. Человек-глазочек следит за всеми глазочками, и он пойдет на все, чтобы отнять их у вас. Так что нужно быть аккуратнее, если хочешь поесть их без последствий. Тающие во рту глазочки явно стоят риска, раз ради их вкуса люди готовы подвергнуть себя опасности быть покалеченными. Пошли-ка вон отсюда, мои глазочки! Глазочки доступны уже сегодня. В кино частенько добавляют не просто несуществующие продукты, а целые сети фастфуда, и это всегда придает фильму некой индивидуальности. У Тарантино это выдуманные гавайские бургерные Биг Кахуна Бургер. Хочешь кусочек? Очень неплохо. В картинах Кевина Смита это целая франшиза от золотого тельца по имени Муби. Ну а из недавних можно отметить закусочную для любителей жареной курочки Лос Полос Херманос, что играла весьма важную роль в сериале «Во все тяжкие». Еда в перечисленных вымышленных ресторанах быстрого питания вполне стандартна для подобных мест. При должном желании ее легко воспроизвести в реальной жизни. Но при этом все равно будет не хватать самого главного — самих ресторанов. И казалось бы, раз фильмы по сути выступили в роли рекламы, почему бы не открыть хотя бы парочку реальных мест, чтобы одарить счастьем туристов-киноманов? Ну, пиарщики Breaking Bad'а до этого додумались и зафигачили реальную версию Лос Полос Херманос. Причем передвижную, чтобы по Америке колесить и сериал продвигать. Только вот проблемка: в ресторане подавали исключительно картошку, а главным блюдом, курочкой, там даже и не пахло. Несуществующим брендом, пожалуй, лучше так и оставаться у нас в мечтах, иначе нас ждет только разочарование и неоправданные ожидания. Да и зачем нам выдуманная курочка, когда есть настоящая, любимая уже не одним поколением? Как говорится в крылатой фразе, лучше курочка в руках, чем журавль в небе. В 2017-м легендарному баскету KFC исполняется 60 лет, и раз год петуха подходит к концу, самое время без зазоров совести как следует оторваться.
Старик Сандерс пока единственный дедушка, который подарил мне подарок на Новый год. Ни на что не намекаю. С помощью этого именного ведра я смогу грести острые куриные крылья в течение всего 2018-го. И такой расклад меня прямо окрыляет. Вы тоже можете отхватить такое ведрышко. С 26 декабря стартует продажа лимитированной серии баскетов, которые дадут вам гарантированную 30% скидку на курочку на весь 2К18. Так что лети занимать очередь в KFC. Количество юбилейных баскетов ограничено, а крылышки хотят все.